50 часов страданий на апокалипсисе и больше сотни часов монтажа всего за 1 час. Вас ждут десятки крутых, а порой абсолютно нечестных боссов, которые не прощают ни одной ошибки. Вы увидите, как ломается тактика, как из сотен попыток рождается та самая единственная победа. Мы пройдем через 5 миров, которые завораживают своим визуалом и разнообразием, но за каждой красивой панорамой здесь скрывается смерть. Это был мой личный ад в Remnant. Начало будет в стиле сторителлинга для лучшего погружения в мир. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Разбившись на своей лодке, мы попадаем на остров, полный существ, похожих на деревяшки. Продержаться я смог не так долго, вот я и встретил свою смерть. Смерть была близко, но у судьбы на мой счет были другие планы. Меня вытащили. Так я оказался в блоке 13, последнем оплоте человечества. Первое знакомство – командир Форд, глава блока 13. Личность суровая, она быстро дает понять, что бесплатный сыр только в мышеловке. Моя жизнь в обмен на работающий реактор. Миссия была неизбежна. И отправляюсь глубоко на помощь некой девушке. Наш первый новый знакомый – Рикс. Добрый дядька, который всегда поможет с улучшением нашей брони и оружия. Приветливый, мы будем у него постоянными гостями на протяжении всей истории. С ним рядом находится неприветливая и очень занятая девушка Маккейб. Несмотря на ее мерзкий характер, она один из самых главных персонажей в блоке 13, так как она умеет делать модификации и оружие из частей боссов. Без нее было бы совсем тяжко. Следующий на очереди – старик Рейджи. Веселый приветливый парень, который всегда рад тебя видеть, и у него в карманах всегда есть то, что тебе нужно. За разумную цену, разумеется. Пройдя вглубь блока, мы находим ту самую неизвестную девушку, которая нам нужна. Ее зовут Эйс. Встретила она меня напуганным взглядом и с оружием, но узнав, что я от Форд, сменилась в лице. И тут у нас появляется выбор стартового класса. Он не окончательный для игры, но правильный выбор может облегчить жизнь, если выбрать под свой стиль игры. Итак, у нас на выбор охотник, класс снайпера с рычажной винтовкой и модом меткой охотника, который поможет видеть монстров, рассчитан на дальний бой. Отступник, класс с двуствольным дробовиком, скорее класс поддержки, имеет модификацию группового лечения и броню на ускорение восстановления модификаций, основная дистанция средняя. Утильщик, местный мясной щит, вооружен дробовиком и модом на огненные пули, очень классная штука. Класс ближнего боя и мой окончательный выбор, так как из-за высокой сложности хотелось бы пережить хотя бы один удар. Но по названию видео вы уже поняли, что это не помогло. Выбрав свой класс, мы начинаем выполнение своей миссии. Она несложная. Убив пару коряк и запустив генератор, мы поднимаемся наверх. Старик Рейджи, признав нас достойного человека, и решил сделать подарок в виде сердца дракона. Самая важная вещь в этой истории – это наша местная лечилка, без которой выжить в этом мире было бы невозможно. Поговорив после этого с моим любимым дядькой-ремесленником, он благодарный за миссию подарил нам комплект брони и первичные материалы для его улучшения. А также девушка Маккейб дает нам модификатор на оружие – огненные пули. Я с ним был до самого конца. Спасибо. После разговора со всеми возвращаемся к командиру Форд, и она в очередной раз дает нам миссию. Уже совсем обнаглела, но отправила нас на поиски прошлого командира, по совместительству ее отца. Она дает нам ключ для запуска кристалла, оставленный ее отцом, чтобы мы могли выбраться наружу. Я, недолго думая, побежал сразу туда. И вот, я наружу, в убежище прошлого главы. Земля уже совсем не такая, как раньше, улицы заполнил корень. Выживших уже практически не осталось. И то, почти все спрятались, чтобы выжить. Прошлый командир оставил некие заметки-подсказки, а также небольшой тайник с бронькой, расходниками и ключ-картой от блока 13. После сбора первичных вещичек встретил своих первых противниках. Особо ничего не выделяющийся полено. Но после этих самоуверенных слов появился серьезный противник, показавший, что такое апокалипсис. Отправив меня пару раз на скамейку запасных, я не выдержал и решил проведать дядьку-ремесленника, чтобы он мне помог улучшить свою броню, и наконец, он не убил меня моментально и пожалел об этом. Пройдя немного дальше по улице, нашел канализационный люк с каким-то укрытием. Там я встретил умирающую охотницу, которая дала мне ключ. Пока особо непонятно для чего, но проверим. Зайдя вглубь, меня встретили огромное скопление разных монстров, и на эйфории от победы над серьезным противником думал, что пройдет все гладко. Но не тут-то было. Меня сразу отправили на больничный за свою наглость, но еще пару раз. Нервы уже не выдержали, я решил поисследовать глубь блока 13. Спустившись на 3-й ярус, вот мне и понадобился ранее найденная ключ-карта. Открываю дверь и в первом же углу нахожу фолиант знаний. Эта книжечка поможет улучшить мои таланты, чтобы выжить было немного проще. Дальше по коридору нахожу разные расходники, а также предохранитель, он нам еще понадобится. Послушав кассету со страшными звуками, получил талант знания мудреца, но, честно говоря, улучшать его не собирался, а очень зря.
В тот момент я еще не знал, насколько будет длинная и сложная дорога у меня впереди. Спускаюсь на еще один ярус ниже, чиню электрику, ставив на один предохранитель, пускаю электричество и открываю новую дверь. Немного побегав, нахожу еще один фолиант. А еще я знаю, что можно получить новое оружие. Я буду вам показывать только то, что сам использовал и нашел. Для этого надо выключить электричество, залезть в вентиляцию. И вот, универсальный ключ. Возвращаясь на предыдущий ярус, захожу в спрятанную комнату и получаю пистолет-пулемет. И вот, успокоившись и достав новое оружие, я вернулся в эту проклятую канализацию. И на мое удивление, новое оружие капец как зарешало. Пришел его с первой попытки, на одном дыхании, и дойдя до конца, я нашел, от какой двери дала ключ умирающей охотницы. Небольшая комнатка с могилкой в конце и охотничьим пистолетом. Спасибо, я его использую по назначению, буду убивать монстров. Недолго думая, я вышел с канализации и пошел в противоположную часть улицы. Канализация. Опять. И в ней оказалось еще больше орд маленьких мелких монстров. Я пару раз не выдержал их натиска, но все равно смог пройти дальше. И вот, мой первый серьезный противник. Стойкий потрошитель. И мало было, что он и так крепкий, а так еще аффикс получил на еще большее количество жизни. После первой попытки я понял, что с таким снаряжением его мне не убить. Пора отправляться в приключения. На нем тоже выбрал сложность апокалипсис. Маленькое уточнение. Приключения — это режим для получения достающего снаряжения материалов. Буду ходить только в те миры, в которых уже был, и только на сложность апокалипсис. Быстро пробежавшись по локации и зайдя в новое подземелье, нашел пару колец, а также умер пару раз. Дошел до босса, Кромсатель. Какая же это была, ошибка прийти сюда и остаться. Мало того, что босс сам по себе мерзкий, бесконечно призывает Колобков в помощь и имеет две фазы, так игра подумала, что это слишком просто, и дала мне аффикс Заклинатель, из-за которого этот деревянный мудак просто взрывает всю арену к чертям. Я умирал. И умирал. В итоге вышло 68 гребаных смертей. 68, Карл. После этого я понял, на честные бои в этой игре, как и вселенную темных душ, можно не рассчитывать. Будут только нечестные и мерзкие свинарники. Свинарники в моем высказывании будут означать боссов, которые бесконечно спавнят мелочевку и сами из себя ничего не представляют. После его убийства я нашел плачущее дерево. На самом деле, одно из самых полезных событий, как по мне. За его убийство дают амулет плетеный идол, увеличивающий показатель брони и снижение перегруза. А еще у него есть альтернативное событие. Если найти человека с плетеной маской и собрать ее, и подойти с одетой маской к дереву, получишь талант деревянная кожа, что увеличивает эффективность брони. Но этот способ покажу вам в будущем. После всех этих манипуляций возвращаюсь к первому сюжетному боссу, железно уверен, что все самое страшное позади. И он меня убивает. 38 раз. Как же я его ненавидел. Очередной свинарник, который взрывает всю арену маленькими ублюдками. А от самого босса можно вернуться обычным бегом. Это была последняя капля надежды для этой игры, но она была утрачена. На этот момент я понял, что игра не даст мне честных и интересных дрань с боссами, а просто будет душить дебильной мелочевкой и не давать просто подышать. Но все же я его одолел. Бальзамом на душу был старичок в вертолете, который пел песенку и рассказывал свои байки. Я с удовольствием послушал их все. Лед, вертись вокруг вертолета. В благодарность он дал мне карманные часы и рассказал про своего сына, который очень давно его не навещал. Пустив скупую мужскую слезу, я пошел дальше. И наконец, дошли до первого этапа нашей миссии – метро. Метро достаточно душное и бесконечные орды противников, которые не дают и минуты покоя. Но на удивление, дорога прошла без лишних нервов. И мы дошли до первого человека или существа, которое может дать нам подсказки, где прошлый командир Бока 13. Это Корневая Мать. Прочитав записки после ее спасения, она была почти обычным человеком, но по какой-то причине могла получать сенсорные данные Корня. Видела, как они убивают людей, чувствуя некие их эмоции. Понемногу это ее сводило с ума. И вот, она здесь, подключенная к общей системе Корня уже долгое время. Она просит ей помочь, чтобы выбраться и пойти со мной в Бок 13. Сам процесс спасения оказался достаточно сложным. Вначале все просто, пару деревяшек и ничего больше. Но с каждой убитой волной монстров становилось все больше. И в итоге я умер 9 раз и все-таки прошел. После помощи ей я спустился в подвал церкви и нашел там снайперскую винтовку. Как по мне, это одно из самых сильных оружий. Как раз с ней я прошел эту историю. После этого у меня появилась новая цель – лабиринт.
прогуляясь по следующей улице, я встретил опять этого мерзкого пенька. Но благо он без аффикса чародей, и он летел с первой попытки. Сразу после босса мне попалось еще одно событие – виселица. Само событие неплохое, и награда тоже, но обо всем по порядку. За время события погиб всего 3 раза. Это событие оборона. На тебя прут энное количество волн монстров, рядовые враги, смешанные с элитными. Как и в любой обороне, вначале все просто, а под конец становится настоящее месиво. Событие, в отличие от корневой матери, не закончится по таймеру, а только тогда, когда ты убьешь всех врагов. По итогу, выиграл, используя колобков, полученные от пенька. Наградой является покупка плетеной брони, имеющей эффект пассивной регенерации, а также увеличение урона модов и ближнего боя. Но я от нее быстро отказался, так как если враги тебя убивают с одного удара, то регенерация попросту не работает, и лучше просто иди то, что попрочнее. И вот момент настал. Мировой босс Земли. Энд. Вначале показался мне крутым противником, призывает пару мелочев. Есть 3 варианта атак. Первый – удар руками, а также удар 2 раза подряд. От них исходит быстрая волна, от которой легко увернуться. Второй удар ногой. От него исходит медленная волна, от которой почему-то мне было сложнее уйти, так как атаки с задержкой сильно давят морально, и сложно понять без кучи попыток, в какой момент нужно это делать. Третья – обычная бомбардировка, которая по сути является моментом просто его избиения, потому что он открывает уязвимую точку на спине. Все проблемы начались у меня на второй фазе, когда у него остается половина здоровья. Он начинает кричать и звать орды колобков, которые просто тебя толпой запинывают. Свинарник. Опять. Умер от него 10 раз и смог его одолеть, и получил часть для создания дробовика с парацвет. Также, насколько я знаю, у него есть альтернативная версия убийства, если ему прострелить колени. Я пытался, но из-за сложности просто не знаю, сколько нанести ему нужно урона в секунду. Мы наконец дошли до башни Хранителя, который должен дать новые подсказки насчет прошлого командира блока 13. Но никак конкретно он помочь не может, так как из последних сил пытается держать баланс миров. А вот мы можем помочь решить эту проблему. Он дал нам доступ в лабиринт. По его словам, он может дать нам ответы. Зайдя в лабиринт, мы сразу отправляемся в новый мир – Рон. Пустынная локация, выжженная пустошь с какими-то неандертальцами и нежитью, с остатками какой-то высокотехнологической цивилизации. Сразу на входе меня встречает элитный противник, который практически сразу убивает. Хорошее приветствие нового мира. Я понял, что с таким снаряжением мне тут делать нечего. Урона мало, патрон не хватает, и на этом решил еще раз сходить в приключения. Но и тут меня ждала смерть. После нескольких перестрелок на улице попадаю в мою любимую канализацию. Но в этот раз оно необычное, а было населено бандитами. Я был еще не готов к перестрелкам с людьми и сразу же погиб. С людьми оказалось сражаться достаточно сложно, так как в отличие от монстров у них уже огнестрел. Они меня сильно зажимали, одни шли в ближний бой, другие в это время расстреливали меня сдалека, но я все же смог дойти до конца без новых смертей. И вот следующая локация. Нас встречает их босс с группой бандитов. Помните дедушку из земли, который дал нам часы? Так вот, сейчас они нам очень понадобились. Отдав часы главе, он сменил гнев на милость, так как мы понравились его отцу. Он дал нам в честь благодарности комплект брони и попросил почаще навещать дедушку. Броня очень крутая, дошел с ней почти до конца игры. При полном комплекте увеличивает сбор патрон и есть шанс 35% не потратить пулю при выстреле. Это то, что мне сейчас было крайне необходимо. Пройдя чуть дальше, я встретил еще одно событие – секта Корня. Это то, что мне тоже было очень необходимо. Надо было уничтожить 2 корневых центра и сектанта. За это дали кольцо скрученной шипой, которое увеличивает шанс крита на 10% и за убийство еще на 10%. Дойдя до конца приключения, снова встретил Энта, но с таким снаряжением убил его с первой попытки за пару минут. И теперь я понял, что я готов вернуться в Ром. Дойдя до конца локации, попадаю в свое первое подземелье в этом мире. Оно в разы сложнее, чем на земле, элитные, всепоголовные, дико жирные. Куча дальних монстров, подрывателей, мелочевки и магов, которые могут убивать тебя сквозь стены.
За время прохождения 3 раза умер, но все же смог его зачистить. И вот, долгожданный первый босс, Кувалда с ее хозяином. На первый взгляд, безобидная локация, до того, как не попытаешься хоть раз выстрелить. Конечно, я выстрелил сразу в хозяина этой собачки, из-за этого поплатился 11 смертями. Честно говоря, сражался не особо честно, я заметил пробел в ИИ босса. Если отойти достаточно далеко, босс будет только призывать свою стаю, а сам нападать не будет. Пришел я к этому по случайности, при одной из своих смертей. А так, босс достаточно сильный и мерзкий. Бесконечно призывает своих собачек, делает длинные выпады на тебя, а также серию ударов в упор. При уменьшении хп новых атак не появляется, но серия атак становится все агрессивнее и перерывы между ними короче. Но все же победил, хотя не особо честно. Дальше всю тягомотину с локациями буду пропускать, только короткие кадры для сохранения последовательности повествования. Быстро побежав по локации, попадаю в свой второй данж и нашел идеальный аксессуар для снайперов или точного оружия – талисман вражды. Он увеличивает урон по уязвимым точкам на 30% слот ожерелья. В этом данже умер еще 2 раза, но в принципе он был уже легче первого, потому что монстры те же, и я к ним уже привык. И вот, долгожданный второй мировой босс – Разрыватель. Этот недоделанный Фредди Крюгер просто высосал из меня все нервы, которые только мог. В общем, умер 83 раза. В этого босса разработчики положили почти все самое мерзкое. Маленькая узкая арена с трубами с радиоактивностью. Босс, который, если нанести много урона, цикливо убегает в вентиляцию и призывает больше десятка мелочевки, 2 типов. Одни тонкие, но быстрые, а другие толстые и радиоактивные. Если умрут возле тебя, тоже моментальная смерть. Сам босс достаточно размеренный, но с кучей агрессивных серий атак, которые так и хотят тебя убить, особенно от труп по краям. Есть альтернативный способ убийства. Если пострелить колени, он упадет, и надо подбежать и вытащить гарпун у него со спины. Но также, как и с Энтом, я просто без понятия, какими миллионами урона надо обладать, чтобы это сделать. По итогу, босс играл со мной как с игрушкой. Мне пришлось поменять кучу билдов, чтобы хоть что-то сделать. Я даже снова вернулся в приключения, чтобы получить новое оружие в вариации билдов. Хорошая и логичная попытка была получить скорострельное оружие, чтобы сносить мелочь. И я наткнулся на штурмовую винтовку. Найти ее можно в локации Поле Скорби. На ней находим ключ с брелком обезьянки. Доходим до конца, и вот наша штурмовая винтовка. Идея была хорошая на бумаге, но по факту все равно оказалось недостаточно. И мой финальный выбор – дробовик Спарцвет, полученный за убийство Энта. Главной моей тактикой борьбы с ним было держать среднюю дистанцию, чтобы не провоцировать его удары и дальние выпады. При его побегу в вентиляцию бежал в правую часть локации, где можно спрыгнуть на лестницу. Мелкие не могут там запрыгнуть, и они будут бежать с одной стороны, что облегчит сильно жизнь. Спарцвет справился на ура, много моментального урона. Из-за сета брони иногда вылетало даже по 3-4 пули. Сам босс имел размашистые удары при близком расстоянии и дальние выпады с огромным радиусом поражения и шансом, если стоишь возле труп, отлететь моментально из-за взрыва. При этом босс даже близко по тебе не попал, так что лучше держаться ближе к стене центрального зала. После первой половины жизни боссу уже будет без разницы на расстоянии, и он будет очень часто использовать серию размашистых атак. Просто ныряем под него и расстреливаем беззащитного ублюдка. Из 5-8 попытки я уже с ним окончательно справился. Господи, как же я был рад этому, потому что настолько нервы мне еще никто не трепал. Мы достигли своей цели. Время отправляться к правителю этого места, Бессмертный Король. Вставляем найденный ключ и снимаем барьер с этого замка и заходим. С пафосным появлением пред нами предстал Бессмертный Король. Я, естественно, спрашиваю о нашей цели, о местонахождении прошлого командира Блока 13. Он сказал, что знает о нем, хотя он никогда не искал встречи с ним. Но он его не уважает, так как при нахождении в Роме командир спрашивает информацию у местных, а не у существа, которые имеют мудрость столетий, то есть он про себя. Он даст ключ от места, где может находиться бывший командир, но для этого надо добыть сердце зверя, которое находится в Коркусе. Ну а я, как маленький бунтарь, решил посмотреть, что будет, если отказаться, и вот итог. Поначалу мне показалось, что выглядит все как-то слишком просто, но мне быстро заткнули рот. Магические сферы, которые будут по тебе бесконечно стрелять, пока ты их не сломаешь. Постоянно появляющиеся солдаты с посохами, но в отличие от других боссов, с которыми я столкнулся, ему это простительно, это ж все-таки король, как он без своих подданных. А также он оказался чертовски силен в ближнем бою. Но осилить я его так и не смог. Так что решил убить его немного позже. Все равно будет возможность в любой момент. И я отправился в новую локацию. Коркус. Местность тут достаточно агрессивная. Болотные акулы, обнаглевшие заросли, а также мега сильные элитки, что по здоровью, что по урону. Урона у них настолько много, что элитки шотят. Рядовые убивают с 2 ударов. Решил немного зарядиться силой миленького песика.
Вроде теперь я непобедим, как и мой пушистый друг, который болотным коряшкам не дают и шансы. Но мне очень быстро охладили пыл, не один раз. Время стать попрочнее. Заходим на помойку, обворовываем местного бомжа на плетеную маску и идем заряжаться от местного пауэрбанка, чтобы кожа стала деревянной. Ну все. Вот, теперь идем унижать болото. Ну или они меня. Ну все же по итогу я. Быстренько выкашиваю местную флору и фауну. Ну и пару жирных элиток. Вот и конец локации. И попадаем в хижину моего одного из самых любимых боссов. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession. Умирает от него 4 раза, разучивая мувсет. В нем идеально почти все, от хитбокса атак до разнообразия ударов и механики призыва мелких. Особенно динамичная арена, которую он постоянно разрушает. Но об этом всем по порядку. Атак у него достаточно много. Удар молотком с прыжка, бросок молотка, удар головой с разбега, удар животом, если подойти к нему до того, как он поднимет молот. На второй фазе появляется вращение молота с такими идеальными хитбоксами, что я прям восхищен. Мелкие появляются, когда босс разбивает вазы по арене, то есть они ограничены, и если держать босса на одной траектории, то он их даже почти не перезовет. Есть много пауз для урона и хила. Ну, я его так расхваливаю, но есть один большой минус. Но он не относится к самому боссу, а скорее к разработчику. Они его сделали слишком медленным. Если бы его мувсет ускорили хотя бы процентов так на 30-40, он был бы слишком идеален. А так, третье место в моем топе любимчиков. После слез счастья от встречи с крутым и честным боссом, возвращаясь в реальность. Быстро пробегаю локацию, встречая местную королеву. Она так же, как и Бессмертный Король, хочет сердце зверя. Но я, конечно же, соглашаюсь, потому что Бессмертный мне не нравится. И иду дальше за ним. Попадаю в данж, затопленная канава. Начало кажется простым, но не тут-то было. Самый мерзкий данж из всех, что был до этого и будет в будущем. Населен элитными врагами по 4 на квадратный метр. Это ладно, думаю, можно пережить. Но бляха, они фигачат меня с одного удара каждый, что уже какой-то абсурд. Я, конечно, понимаю, что играю на апокалипсис и все дела. Но на мне точеная броня, амулет плетеный идол на 30% брони и талант древесная кожа, который дает еще 20 вроде как. Но им как будто насрать на это. Сквозь ненависть и слезы прошел с 13-й попытки. Благо это был единственный и последний данж в этом мире для меня. Дальше меня встречает босс Язвы. Честно, ничего особо о нем сказать не могу, ни хорошего, ни плохого, просто нормальный средний босс. Есть пару атак с руки, волнами воды, или я не знаю, что это за жижа у меня под ногами. Призывает пару мелкашей, которые быстро сносятся, бегает по арене, кидает споры, которые взрываются, если к ним прикоснуться. Арена динамичная, по мере уменьшения хп босса уровень воды поднимается, что ухудшает время, за которое я успеваю заметить мелких. Но по сути ничего особо не меняет. Ставлю ему твердую 5 из 10, потому что ничем он особо мне не запомнится, просто нормальный проходной босс. И вот, вишенка на торте, мои боли и страдания, Иксилисы. Вот эти ребята показали мне все возможные жанры и позы фильмов для взрослых, примерно 58 раз. Вообще, одни из самых читаемых и зрелищных боссов, если не одно но. Тут разработчики решили устроить проверку сборки персонажа на урон в секунду, и как вы сами понимаете, я провалил в сухую. Надо сбить двум долбанным бабочкам крик, но для этого надо довести определенное количество урона. В моем случае это было 8000 урона каждому. Вначале я не мог сбить крик даже одному, из-за чего появилось огромное желание просто бросить игру, потому что на этом моменте мне уже казалось, что ее пройти невозможно. Но намотав сопли на кулак, у меня наконец получилось бить крик одному. Хоть и повезение из-за того, что сработал мой сет на мультивыстрел, но благодаря этому появилась надежда, что это возможно. Пересобрав билд, я все-таки смог сбить ему крик. Это был по сути билд полной стеклянной пушки, никакой защиты, а только разовый максимальный урон. Взял я сет охотника на плюс 0, который дает бонус к дальнему урону, а на зарядную снайперку и амулеты на урон по уязвимым точкам и криты. Но по своей тупости не хватило времени сбить второй. Попробовал еще пару раз, решил найти более стабильный вариант для его сбития. И отправился за лучевой винтовкой. Для этого надо попасть в залы солнца на Роме и пройти оборону. Прошел на удивление с первого раза, просто забившись в угол с двумя проходами для врагов и моей верной собачкой. После этого улучшил ее на плюс 19, переоделся в свою одежду для убийства Иксилиса и наконец смог его убить. Наверное. Решил для большей стабильности урона убить Бессмертного Короля, как бы это парадоксально ни звучало. Он мне все равно не нравился, и я решил отдать сердце зверя королеве. Мне нужен талант убийца королей, на урон крита плюс 25%. Конечно, мне так просто не отдались на милость, чтобы победить Иксилиса. А еще накостыляли 26 раз, но сам босс достаточно приятный. Забудем про всю мелочевку и турельные шарики. Это король, ему можно. Использовал для этого мод-приманку, который получил на земле с босса Тень, который убил вне кадра, чтобы не затягивать видео. И огненные пули, и почти ту же самую сборку, как и на Иксилиса, на куче разового урона.
Вначале сносим ему всю мелочевку и турели, чтобы был нормальный бой 1 на 1, в котором он явно проиграет. При его выпадах, прыжках и ударах просто прыгаем за спину, и он начинает обнимать стены, воздух и все кроме нас. Накостылим этой вафельке миллион урона, чтобы он испугался и ушел лечиться на трон. И тут самый мерзкий и нервозный этап – уничтожение кучи мелочи ближников, от которой после разрывателя уже ночные кошмары. Отправляем на коленки в первый раз, а второй раз по той же методике. Главное успеть отбежать, чтобы не отпинали кучу дальников и турелек и сам босс. Ну и наконец уже в последний раз. К новой сборке надо было еще привыкнуть, так что умер пару раз. И вот, это уже финальный заход, без обмана. Можно теперь поговорить чисто про одного босса без сборки и так далее. Имеет много вариаций атак. Удар копьем, сверху вниз, удар по горизонтали. Умеет еще бросать бомбочки с ядом, причем в разных количествах, от 1 до 2. Умеет призывать сферы, которые надо сбить, а то, как сами понимаете, ваншот. Но такое скудное счастье только в первой четверти хп. У самого босса 3 фазы. Первая – это до сноса первой четверти. Вторая – уже парный босс. Они начинают прессовать тебя по очереди. Пока один выдает все вариации атак, которые я озвучил ранее, второй поливает арену мощным лучом. Но самое важное, что он это делает не рандомно, а строго по одной линии. К примеру, слева направо 5 раз, деля мост по сути на 5 частей. Потом они меняются после крика и делают это справа налево. Главное понять, где был первый луч. Лучше пытаться наносить урон боссам равномерно, потому что на третьей фазе можно просто перенервничать и умереть от одной маленькой ошибки. Так что лучше оставить последнему как можно меньше хп. На третьей фазе он становится чисто спам-машиной атак. У него есть все вариации атак с первой и второй фазы. И лучом он поливает не строго по одной линии на арене, а тупо в тебя. Но по итогу я смог его наконец-то победить. Радости моей не было предела. Я угрохал на это 2 дня. В общем, на корпус ушло 15 часов. И наконец, я возвращаюсь к королеве с его сердцем. Наградой за все мои страдания стал сет убийцы. Как по мне, один из самых лучших сетов для меня. После перезарядки дает дополнительные 30% урона и стильный вид. Отхватив нервный срыв на болотах Коркуса, отправляемся в лицо к Еэша для спокойствия и умиротворения. Но не будем о плохом, знакомься с местной фауной. Пока выглядит легко. Если бы. Встретил фавна, который играл прекрасную музыку. Решил повторить за ним и получил крутое колечко, которое не буду использовать. И сыграв еще одну, открыл талант на скорость бега, а вот это уже полезно. Захожу в очередной данж, отхватывать долю позитива, но в самом начале, скорее по огромной глупости, не снять после Иксельса кольцо Адмирала на плюс 300% урона от врагов. Заметил это не сразу, так что еще достаточно долго местные комики меня развлекали, но потом заметил. Как думаете, помогло? Конечно же нет. Теперь я не листик бумаги, а целая картонка с большим количеством урона по одной цели. Так что схватил ли в общем 35 раз. Но на самом деле, сама миссия прикольная, но если бы не одно но. Моя сборка рассчитана на быстрое убийство одного врага, а вот что касательно толпы, я скорее для них стеклянная пиньята, которую можно сломать ради забавы. В самой миссии лично я выделил 3 волны. Первая — это один элитный враг и 7 мелких с арбалетами и копьями. Очень мерзко в первые разы. Вторая — это еще один элитный, с таким же набором мелкашей. А вот третья — самое веселье. 3 элитных и куча мелких. Отлететь там так же просто, как дышать. В моем случае это был маг и 2 копейщика.
С ними экран превращается в какое-то мясо. Убив мага, становится немного проще, и я смог пройти. После боя мы встречаем неагрессивно настроенных местных. Они говорят, что они знают, что я за народ, что я чужак. Сразу спрашиваю, знают ли они про Форда, и на мое удивление, мне сразу говорят, где он. В тюрьме. Раз уже маршрут понятен, выдвигаемся дальше. По дороге отстреливаем все, что движется. После обороны тоже достаточно легко. Натыкаюсь на храм стража. Попробую попасть внутрь, но нужен ключ. Как всегда по логике этой игры, хочешь мод, беги в гребаный данж. Но благо это обычное подземелье, без какой-либо обороны. Быстренько пробегаю его и снова натыкаюсь на неприятности. Босс-подавитель. Мой шок был в шоке от моего первого знакомства с ваншотом на первой секунде. Я даже пару раз выходил из подземелья в надежде, что можно найти ключ, не проходя его. Но, увы, ничего в этой игре так просто не получишь. Хоть это ключ от места с боссом, для этого надо убить еще одного босса. Взяв волю в кулак и умерев 27 раз, все-таки с горем пополам смог его пройти. И вот как, я сейчас расскажу. Босс бесконечно телепортируется к тебе, то есть мой билд на зарядную стеклянную пушку со снайперкой накрылся медным тазом. Земля металлом, как говорится. В конечном итоге вернулся к тому же спарацвету, как с разрывателем в роме. И это оказалось единственным решением для меня. В таком темпе боя слишком долго концентрацию держать сложно, поэтому желательно как можно быстрее его закончить. А спарацвет как раз идеальное решение. Главной тактикой боя было бесконечно самому подходить к нему, чтобы он слишком далеко не телепортировался, и арена быстро не заканчивалась. А в идеале, чтобы он еще проводил атаки, потому что, честно говоря, они слишком предсказуемы, и от них легко увернуться. Каждое определенное время исчезает и призывает мелочь, но с дробовиком опасности от них нет. А самое интересное на этом боссе, это когда у него остается меньше половины здоровья, его стиль боя меняется. Он становится дико агрессивным, и по мере уменьшения хп все агрессивнее. Но тактика не меняется, просто приходится меньше жадничать. Если к боссу привыкнуть, достаточно легкий. И интересная механика телепорта на этом этапе была в новинку. После выхода из подземелья встречаем торговку, но после Иксилиса ресурсов уже не было от слова совсем. Так что крутой сет брони на криты пришлось пропустить. Забираем ключ из тележки, возвращаемся к стражу. Вставляем ключ, и перед нами появляется огромная красивая статуя и какой-то дроп в углу. Естественно, я без лишних мыслей побежал за ним, и сразу за это получил. Но на самом деле босс мусорный для моего билда. Пару точных выстрелов, и он слег. Из полезного дал удар стража на уменьшение урона в ближнем бою. И вот, ради чего стоит вообще заходить в Ревнант, мировой босс. В моем случае был Разоритель. Огромная величественная локация, которая еще раз подчеркивает красоты Еэши. Есть альтернативный способ прохождения, если выстрелить в колокола в нужной последовательности. Но это финальная локация перед финальным боссом, так что хотел насладиться последним боем. Так что сразу стреляю в него. Ну и сразу же отлетаю в общем 8 раз. Покажу вам провальный трай, потому что у меня произошла забавная ситуация, но об этом позже. Пока поговорим о боссе. Локация просто офигенно выглядит, идеально как для предпоследнего босса в основной игре. Сам волк тоже выглядит очень грозно, похож на Фенрира Мутанта. Его удары и способности с крутыми электромагическими спецэффектами, вообще отпад. Но как всегда есть одно но. При том, что он выглядит как истинный альфа-самец, как всегда разрабы зачем-то накидали ему кучу мелочи, за которой он постоянно выбегает за карту. Хотя я думаю, он сам нормально бы справился напрягать игроков. И это был бы очень хороший бой. Но под конец игры слабо уже этому удивляешься. Из атак у него есть много разнообразных выпадов, как дальних, так и коротких. Разные серии атак, удары волной электричества. Нечего сказать, реально постарались. Но из-за костыля с мелкими, мне кажется, он сильно на них полагается и половину боя держится в стороне, что делает его слабее. Как говорит мой постоянный зритель, в ближнем бою, думаю, он дал бы мне просраться, а так скудненько. На 7-ю попытку почти смог его убить, но все же проиграл. И вот, настала моя финальная 9-я попытка. Эта сыкливая дворняга опять сбежала за подкреплением. И вы думаете, что произошло? Она тупо застряла в камне, в котором решила сбежать. Из-за разочарования из-за испорченного боя мелкими, решил не перезапускать и просто застрелил ее в этом камне. При всем хорошем, что сказал, мусорному боссу мусорная смерть. Наконец, мы достигли нашей цели, ради которой вообще начали приключения. Место, где держит основателя блока 13 в заперти. После недолгого разговора он нам дает ключ к месту, где находится источник распространения корня, к блоку 17.
Возвращаемся к блоку 13, спускаемся на нижний ярус, в комнате, в которой находится непонятное зеркало. Включаем его и попадаем к источнику всех бед, блок 17. По самой локации уже понятно, что корень повсюду. Сам блок превратился в ботанический сад. Пробегаем по бесконечному коридору и видим ребенка, подключенного к какому-то аппарату и обвитым корнем. Он хватает нас за руку, и мы попадаем непонятно куда. И вновь дети ядра жаждут изменить неизбежное. Им неведома истина, тщетность действий. Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Все будет поглощено. Это хорошо и правильно. Дети не понимают, думают, что их жизни чего-то стоят. Дети не правы. Ясность в беспорядок. Мы несем мир, равенство, тишину. В наших руках все едины. Дети противятся неизбежному, сражаются в бою, в котором уже известен победитель. Их жалкое сопротивление уже не играет никакой роли. Сколько бы раз они ни восстали, они проиграют. Их время ушло. Мы поглотим все. Это финальный босс игры. Спящий. Кошмар. Умер от него всего 10 раз. И то почти все разы в его дурацких порталах. Финальный заход. Честно. Очень грустно, когда финальный босс настолько дерьмовый. В дополнении будет улучшена его версия, но это уже в следующей серии. А пока про него. Имеет две фазы. Первая фаза. У него есть хотя бы вариации атак. Крутилка обычная, а также с притяжением. Пару ударов проводами и выстрел бомбочками. Фаза при моем билде проходится за 10-15 пуль в голову и ее конец. Вторая фаза у него печаль. У босса по сути всего одна атака, бомбочки. И все, больше ничего, от слова совсем. А также дебильный портал с мелочевкой, чтобы набить стаки бафа, чтобы вынести босса. И это все, больше вообще ничего нету. Обычные мировые боссы, и то лучше, даже обычные проходные, как нечистые, в разы лучше него. Такое чувство, что у них бюджета и времени хватило чисто на катсцены сделать, и крутые спецэффекты. Из единственных плюсов, это разве что можно позалипать на цифры урона, исчисляемых в миллионах, а так на этом все. Единственное, что могу сказать по тактике на нем, в портале забирайте 7 мелких и сразу выбегайте. Особо даже разницы в уроне не почувствую между 7 и 13 стаками, так что смысла там дольше находиться не вижу. Бля, чуть не умер, блядь.
Но на этом мы не закончили, отправляемся в дополнение под Open 2923. Игра сразу заявляет, наши прошлые победы лишь временная передышка. Смерть спящего не остановила корень, он все еще здесь. Его влияние только растет. Чтобы по-настоящему закончить эту историю, нам нужно вернуться к истокам, в первичный блок, где все когда-то началось. Локации тут очень атмосферные. Темный лес и непроглядный туман, в котором стоят заброшенные домики и толпы врагов. Антураж локации просто завораживает. Я как будто зашел в новую часть игры, а не в дополнение. Хочу заметить, тут прям идеальное место для моего снайпера. Огромные длинные локации, без особых препятствий, для идеального огня. Но уже тут видим, что после победы над спящим, по сути, на земле ничего не изменилось. Корень повсюду. Отстреливая по пути всю нечисть, доходим до нашей точки назначения. Первичный блок. Сразу видно, что такая же ситуация, как в блоке 17. Этот бункер уже тоже стал похож на ботанический сад, полностью обвитый корнями. На стене замечаю какой-то непонятный сгусток корней, но пока не понимаю, для чего это и что с ним делать. Маленькое уточнение, это мое первое прохождение дополнения, оно для меня тоже в новинку. После нахожу в комнате управления какую-то непонятную аномалию и сразу захожу в нее. Меня сразу же встречает какой-то монстр. Я был в шоке от того, как же ему насрать на мой урон. Мои выстрелы до него как комариные укусы. У него хп как у полноценного босса. И как же меня удивило, что он еще и бессмертный, и я вскоре умер. Смерть освежила мне память, и я вспомнил про сгусток корней на стене. Я побежал туда, пробираясь через опасных врагов, которым меня убить, как прихлопнуть комара. Первая попытка не задалась, и я понял, что пора что-то менять. И я думаю, многие не удивлены, но я снова взял свой любимый спарацвет, и когда проход открылся, я спустился в медицинский блок. Но пока не понимаю, где тут сгусток корней и аномалии, и потихоньку его изучал. Эта локация — настоящий лабиринт из множества проходов, баррикад и монстров. Но вскоре я все же нашел проход, и, заполнив маршрут, побежал его открывать. Но первая попытка, как всегда, не задалась, и решил снова изменить снаряжение, но в этот раз кольца. Захватив с собой еще мод-приманку, эта попытка предвещала быть успешной. Быстро бегу к корню и, поставив приманку, с большой нервозностью, что не успею его уничтожить, все-таки расправляюсь. Дальше спускаюсь на еще один ярус ниже, там где находится реактор. Вот тут игра уже сделала целое испытание, надо уничтожить сразу 3 корня. Это в локации с маленькими проходами, 3 ярусами и кучей монстров. Быстро изучив их местонахождение, иду их уничтожать. Потратив приманку на первый, чтобы в случае чего на третьем уже успела перезарядиться. Нервы на пределе из-за криков монстров повсюду, но быстро расправляюсь с ним. Вторым выбираю самый дальний, чтобы облегчить себе жизнь на третьем, так как моды я уже все потратил. Со страхом, что я не смогу даже добежать, все же добегаю без проблем. Но тут меня ждал сюрприз. Этот мини-босс прямо возле него, и тут нервы накалились, но все же справился. На третьем нервничал больше всего, моды так и не откатились. После сюрприза на втором уже боялся, что на третьем это может повториться. По пути, отстреливая мелких, попутно уворачиваясь от их снарядов, все же добежал, но меня не покидало чувство, что меня сейчас убьют. Но все же сгусток пал. Запускаем генератор, смотря эпичную сцену его запуска, показывающую нашу победу. Возвращаемся в медицинский блок и в компьютере открываем дверь склада, которую заприметили ранее. Внутри находится куча разных расходников и самое важное – ключ-карта от блока. Теперь все пути для нас открыты. Используем ключ-карту на соседней двери и открываем доступ к лаборатории. И конечно же тут еще одна аномалия и 3 корня. Меня оружие научила винтовку, так как решил попробовать. И подумал, что она лучше будет справляться. В одном нужен нам предохранитель, в остальных просто плюшки. Нам нужен центральный, что я выбрал по большому везению первым. Внутри еще куча плюшек и нужный нам предохранитель. Возвращаемся к комнате управления. Там рядом находится главный распределительный щит. Вставляем наш предохранитель и полностью восстанавливаем электрику в блоке. После чего возвращаемся обратно в комнату управления. Нам нужно открыть центральную дверь в этой комнате. В компьютере отключаем замок. Но перед тем, как выйти из блока, пойдем заберем еще один секрет. Чуть дальше от комнаты управления небольшая комнатушка с компьютером. Для открытия какой-то двери нужен код. Полистав записи, нахожу подсказку, что код владелец запоминал по принципу мнемоники. Рядом находим доску с уже выставленным нужным словом. Тут все просто. Эти 3 буквы сопоставляем с порядковым номером в английском алфавите. Находим их место на доске и записываем получившийся код. Вышло 24 13 51. И открывается какая-то дверь рядом. И там нас ждет автоматический пистолет. Конечно же, напоследок нас ждет еще одна аномалия и уничтожение последнего корня.
Он уже жирнее, монстры появились прям в упор. Но тактика уже выработана, и я с этим легко справлюсь. И нас ждет новая зимняя локация – Рейсум. Огромная заснеженная пустыня с основными жителями-крысами. Локация просто огромная и очень красивая. В ней есть целое поселение крыс. На первый взгляд казалось очень легко и просто. Я за раз прошел пол локации, пока не встретил его. Использовав мод метку охотника, проверил дома на монстров. Ну или дальности не хватило, или он просто появился возле меня. Но меня отпинала крыса-викинг. Потом я встретил ее еще раз, но тут уже она оказалась в чистом поле, и я отомстил за свое унижение, расстреляв ее с безопасным для себя расстояния. Эти городки с крысами – то еще испытание, их тут огромное количество. Все с огнестрелом, еще и какие-то коршуны помогают гранатами. Так еще эти викинги жесткие до жути. Но после первого раза унижения я уже был аккуратнее с ними. Так, расстреляв еще пару таких представителей, дошел до конца локации. И тут меня ждало первое подземелье в этом дополнении. Валенхагские шахты. Очень узкая локация, но очень протяженная. И как ни странно, основные жители крысы. Врагов тут огромные толпы. Маленькие крысята висят на потолке. Не заметишь – смерть. А также множество элиток, которые, если бы не снайперка, дали бы мне нормально пострадать. Но по своей тупости и жажде дополнительной добычи, прямо перед выходом решил пройти чуть в сторону. И тут я встретил прошлого викинга на стероидах и щитом, с которого началась моя полоса неудач. Эти всратые гигачады меня уже унижали раз за разом. В общем счете умер в шахте 4 раза и все же смог пройти. Дальше меня ждал мой первый босс, Тиат-убийца, стойкий. Меня этот аффикс будет преследовать на протяжении всего дополнения, так что жизнь боль. Эта крыса-ассасин дала мне знатно пострадать, но самое забавное, что умирал больше не от него, а то, что я по неосторожности постоянно падал в разлом. Один раз почти даже смог победить, но из-за жадности сразу получил. И вот, победная попытка. Даже меня удивляет, как я смог ее все-таки пройти. В общем, умер 13 раз, но обо всем по порядку. Босс — это резвый убийца, который, если не стоит возле тебя, делая убийственные выпады, то сразу закидывает кучу самовладящихся ножей. На них как раз постоянно и лажал. А сам по себе крутой босс, который мне понравился. Есть пару мелочевок, но они появляются, когда он убегает, и они очень тонкие, но болючие. Почему я вначале сказал, что меня самого удивляет, почему это победный трай? Да потому что я в этом бою косячил как никогда в жизни. Ловил просто все ножи и удары мелких. Под конец у меня вообще осталось 0 хилок и 1 хп, но все же как-то смог дожать. Не буду акцентировать внимание на следующей локации, так как это продолжение прошлой. Продолжу сразу на втором и моем самом любимом боссе – Брудварг и Варг. Умер на нем, в общем, 25 раз. Босс – это просто лучшее произведение искусства в этой игре. Он хорош всем. А самое важное – это драка по сути 1 на 1. Только ты и босс. Нет никакой мелочи, что бесило меня в основной игре. Само дополнение сделано так, как будто выпустили новую часть, научаясь на ошибках прошлых. Мне не казался ни один босс нечестным, они все хороши. Кто-то легче, кто-то в разы сложнее. Со своими уникальными фишками и разными механиками, что было разве что на мировых боссах в основной игре, а не элитные мобы с раскочегаренным хп, как на проходных боссах. Брудварг сделан идеально, очень большое разнообразие атак, у каждого из них разные уязвимые точки и разный большой набор атак. Мне он настолько понравился, что я бы его скорее сделал финальным боссом игры, ну прям очень хорош. У него 2 стадии. Первая – это их парный бой, они сражаются вместе и по отдельности. Но когда по отдельности, Варг сильно теряется в этом бою, так как основной напряг от наездника. Но как раз у него такая большая интересная вариация атак, что прям чувствуется, что разработчики постарались на славу. Выстрелы баллист, разные выпады и удары гарпуном. Морозная пушка, которая если попадет, может начинать сразу бой сначала из-за статуса Мороза, или он просто тебя шотнет. Самое страшное – это и групповая атака, когда они заливают всю арену. Если не успеешь убежать, можешь уже не рыпаться и начинать сначала. А вот вторая фаза уже вариативная, как с демонами глубин в Dark Souls 3. В зависимости, кого убьешь на первой, наездника или Варга. Но я подумал, что проще убить Варга, чем дальника, так что выбрал убивать его первым. На второй стадии Варг впадает в бешенство из-за смерти хозяина и начинает сжигать всю арену к чертям. Огонь — это не как в основной игре, где покатался и выжил. Тут это чистое адское пламя. Если попал, то жди смерти. Атака достаточно легкая, если привыкнуть. Стреляешь по хвостику, и он достаточно быстро падает. Но совокупность этих фактов делает этого босса просто 10 из 10. Он просто лучшее, что было в игре за основную игру и дополнение. Но у нас впереди еще 2 босса, так что не расслабляйтесь.
После босса мы замечаем великана и какую-то девушку. Она сразу убегает. Оставшийся говорит, чтобы я бежал за ней, так как она единственная может помочь остановить корень. Путь нас приводит в новую локацию. Поначалу, как всегда, легко, но я встречаю странного йети, который сразу меня выносит. И причем не один раз. Но набравшись опыта, я уже быстро смог прикончить парочку и перейти в новую локацию, или данж. Я не знаю, как это назвать. Но это огромная крепость на каком-то леднике, чем-то напоминающая шахты, но на открытой местности, с кучей преград, за которыми стоят враги, что усложняет их уничтожение. Из новых была крыса с корабельной пушкой, но так как я ее заметил сдалека, особо не успел понять, насколько она опасна. Сама локация не особо длинная, но очень густо населена врагами, и, наверное, 5 элитками. Но это не корпус с 5 элитками на квадратный метр, так что прошел без проблем. Следующий босс – Икра-заклинатель льда. Я аж позабыл те времена, когда меня как на земле запинывали проходные боссы. Умер на нем 35 раз. То, что мой персонаж со снаряжением с прохождения основной игры, тут вообще ничего не значит. Тут есть некая проверка урона с ледяной сферой, которую призывает босс. Если не успеть ее уничтожить, по крайней мере я так думаю, 100% проиграешь. Потому что по арене раскинуты разные преграды, и эта сфера их достаточно быстро ломает. Она как бесконечный пулемет, который не даст тебе секунды покоя. Сам босс не представляет сильной опасности, кроме сферы, разумеется. А также на арене по кругу летают тучи, которые бросают ледяные осколки, так что на месте особо не постоишь. А то моментальная смерть. Дальних атак у босса не так много, и то долго заряжается, так что достаточно легко уклониться. На второй фазе показывает свою новую способность – призыв маленьких крыс-берсерков. Если их не убить, будет нулевой урон по боссу, но они достаточно тонкие, так что легко. А вот со сферой те еще проблемы. Ее убийством я занимался 80% боя, но все же смог пройти. Время для немного милоты. Встречаем после босса крысу-мамочку, которая торгует всякими приколюшками. Колечко у нее прикольное, если заново проходить игру, бесплатный хил, так как за сбор патроны лома восстанавливает хп и дает урон. Пройдя чуть дальше, получил по шапке от Йети и сразу же отомстил. Это продолжение прошлой локации, так что надо пробежать всего пару метров до ее конца, так что не буду особо зацикливать внимание. Дальше попадаем в святилище Стража, находим нашу беглянку, но она не хочет сражаться, и мы пытаемся ее убедить. Но наш разговор обрывает, похоже, зараженный корнем страж в центре, и нас перекидывают как будто в какую-то матрицу. Дурацкое событие обороны. Честно говоря, я не знаю, зачем это вообще сделали. Проходится любым оружием, главное попадай. Так что быстро проходим. И мы оказываемся в первичном блоке, перед виновником всей трагедии, финальным боссом дополнения Хасгардом. Умер на нем 22 раза, но в отличие от основной игры, я доволен боссом. Этот черт из платформера сделан достаточно неплохо. У него множество механик, ударов, фаз и самое важное, красивый визуал. Он как минимум интересен, в отличие от сновидца, который надо бить 15 минут, пока тот просто бросается бомбочками и кидает в портал к мелочевке. Тут всю работу по напрягу выполняет сам босс, и делает он это красиво. Всего я выделил 3 фазы. Первое, что на экране, он статично стоит по центру арены, выполняя всего 5 действий. Бомбочки, как у сновидца в первой фазе. Сферы, которые заливают всю арену, напоминая босса с платформера. Лазеры, которые он крутит по кругу, и удар руками, если подойти к нему близко. А также круг из лазеров, которые бьют на 3 дистанции, близкую, среднюю и дальнюю по очереди. После сноса половины хп, босс переходит во вторую фазу. Он мне напоминает волка из Еэши чем-то и урезанную свою первую стадию. Из ударов – бомбы, удар руками по земле, вызывающий волну, сферы, а также достаточно сильный напряг в ближнем бою. Даже при том, что я взял кольца на броню и полностью улучшил свое снаряжение, он убивал меня с одного удара. Так что вторая фаза намного опаснее первой.
После сноса первой точки здоровья он превращается в огроменную каланчу, как и финальный босс основной игры, и тут начинается самый ад. Способов убийства игрока у него становится огромное количество, у него целый арсенал атак, чтобы вынести мозг, пока их всех запомнишь и научишься от них уклоняться. Его сам стиль боя становится все более изощренным, делая целые комбинации из всех своих ударов, что превращает в настоящий ад неподготовленного игрока, как я. Начну их перечислять, но список будет долгий. Самое безобидное, но не менее убийственное, это лазер, который он заряжает в пол, постоянно распространяющийся по арене. Просто уходишь в другую сторону от него и параллельно накидываешь боссу. Дальше, когда он начинает заряжать все руки по очереди, начиная с нижних, означает, что босс будет наносить выстрелы лазерами от ближнего расстояния к дальнему. Тут желательно иметь адреналин. Ждешь, пока он даст ближний средний, и бежишь со всех ног под него. Следующая атака на очереди – заряд разных рук. Помните руки, за какое расстояние отвечали? Тут то же самое. Нижние за ближние, центральные за средние и верхние за дальние. Смотрите, какие руки заряжены, бегите в то место, где руки не горят. Самое мерзкое – это кристаллы под боссом. Я даже пройдя босса и пересматривая фрагмент, мне кажется, они кривыми, хотя могу просто пытаться себя оправдать, потому что даже стоя на расстоянии, которое по идее не должно меня зацепить, все равно получал от них. Но с ними все просто. Бегите в те места, где не мигают кристаллы или уже выстрелили. Самая нервозная атака для меня были сферы, которые заливали всю арену, потому что и боссу хотелось навалять, но и про них забывать нельзя было. Так что для меня это был самый нервный момент после кристаллов. По сборке могу порекомендовать брать все, что дает больше выживаемости, чтобы пережить выстрелы, потому что в этом пулевом аде, чтобы не ошибиться, надо быть каким-то задротом или богом платформер. Сам босс сделан очень круто, конечно не сравнится для меня с наездником, но в отличие от основной игры реально постарались. Получилось. Его больше нет. Их больше нет. Послушай, я не смогу вернуться в блок 13. Он больше не дом для меня. А может, никогда ими не был. Но мы с тобой, возможно, еще когда-нибудь увидимся. Береги себя, бродяга. Странно. Быть такого не может. Что такое? Что меня? Тебе удалось. На этом моя история в Ремнант подошла к концу. Это был долгий путь через уничтоженную корнем землю, болото и ледяную пустыню. Апокалипсис выжил с меня все соки, но финал того стоил. Спасибо всем, кто прошел этот путь со мной до конца. Если вам заходят такие истории, подписывайтесь. Впереди еще много нового. С вами был Кози Плей. Увидимся в новых историях. Всем пока.